Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я вам предлагаю рецепт уникального торта. В поисках нового для себя я решилась отойти от привычных сочетаний. И в этом своем торте я попробовала соединить апельсин и вишню. И это сочетание оказалось абсолютно удачным, на мой взгляд. Торт получился невероятно вкусным, нежным, с яркими, богатыми вкусами, которые между собой гармонично сочетаются. Торт состоит из апельсинового бисквита с кусочками шоколада, шоколадно-апельсинового сиропа, вишневой начинки и нежнейшего шоколадного мусса. Торт очень вкусный. Попробуйте его приготовить и убедитесь сами. Итак, приготовление мы начнем с вишневой начинки. В первую очередь подготовим формы для начинки. Нам понадобятся 2 кольца, и дно каждого нужно плотно затянуть пищевой пленкой. И обязательно каждое кольцо установить на подложку. Для самой начинки нам понадобится вишневое пюре и ягоды вишни без косточек. Пюре – это ягоды, просто перетертые блендером. Вишня подойдет как свежая, так и замороженная. И нам понадобится желатин, вода для его замачивания, сахар и кукурузный крахмал. Итак, желатин замачиваем в холодной воде, хорошо перемешиваем и оставляем его для набухания. К сахару добавляем кукурузный крахмал и хорошо перемешиваем венчиком. В сотейник отправляем вишневое пюре, вишню, смесь сахара с крахмалом и хорошо перемешиваем. Далее ставим сотейник на плиту и на среднем огне при постоянном перемешивании нам нужно довести массу до кипения и затем проварить пару минут. Вы увидите, как масса заметно начнет густеть. Далее снимаем массу с плиты и сразу добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем. Желатин должен полностью разойтись в горячей массе. И теперь нам нужно разлить эту массу по заранее подготовленным кольцам, поделив ее пополам, и убрать в морозилку до полного замораживания. И когда начинка готова, перейдем к приготовлению бисквита. Для бисквита нам понадобятся шоколадные капли. У меня термостабильные, они идеально подходят для выпечки. Если у вас нет таких, то можно просто нарезать обычный шоколад на небольшие кусочки. Также нам понадобится цедра апельсина. Натирая цедру, старайтесь захватить только оранжевую часть кожуры, белая, чтобы оставалась на месте. Остальные ингредиенты – стандартный набор для бисквита: яйца, сахар, мука и кукурузный крахмал. Итак, начинаем с того, что к заранее просеянной муке добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем венчиком. Далее яйца начинаем взбивать на умеренной скорости, чтобы белки и желтки смешались и образовалась легкая пена на поверхности. И затем начинаем постепенно всыпать сахар. Далее увеличиваем скорость и взбиваем массу до того момента, пока она заметно увеличится в объеме, станет светлой и пышной. Обратите внимание, как сильно она изменилась. Масса стала очень объемной, пышной, светлой, воздушной, и венчики на поверхности некоторое время оставляют след. Теперь ко взбитой массе добавляем муку с крахмалом и перемешиваем аккуратно лопаткой. Миксер мы больше не используем. Важно действовать быстро, но осторожно, чтобы не выбить воздух из массы. Далее добавляем шоколадные капли и цедру и совершаем буквально несколько движений для перемешивания. Наша главная задача – сохранить объем теста, поэтому лишние движения здесь крайне нежелательны. Тесто должно оставаться воздушным, объемным, и оно получается невероятно ароматным. Оно сразу готово к выпечке. Выкладываем его в заранее подготовленную форму, смазывать ее ничем не нужно. И сразу же отправляем тесто в разогретую духовку на 170 градусов, примерно на 35-40 минут. И посмотрите, каким получился бисквит. Чтобы убедиться в его готовности, в центр бисквита нужно вставить деревянную шпажку, она должна выходить сухой и чистой. Бисквит аккуратно вынимаем из формы. Бисквит получился очень красивым, ровным, аппетитным, безумно ароматным. И его нужно завернуть в пищевую пленку и охладить несколько часов в холодильнике. За это время влага в нем равномерно распределится, и охлаждение поможет сделать работу с бисквитом более удобной. После остывания бисквит аккуратно разрежем на 3 равных коржа. Сначала срезаем верхнюю корочку тонким слоем и затем аккуратно делим на коржи. Я всегда режу бисквиты ножом-пилой, это очень удобно. В разрезе бисквит выглядит просто потрясающе. Он словно бархатный, настолько он нежный и такой ароматный. До сборки торта бисквит в пленке оставим в холодильнике.
Теперь вернемся к нашей начинке. Посмотрите, она заморозилась, и ее можно достать из форм, потому что кольца больше не нужны. Аккуратно достаем замороженную начинку и затем положим ее обратно в морозилку до сборки торта, но уже без колец, чтобы не заниматься этим во время сборки торта. Теперь приготовим сироп для пропитки бисквитов. Сначала выжимаем сок из апельсинов, процеживаем его, чтобы избавиться от мякоти и косточек, и затем добавляем к соку сахар и немного какао. Ставим на огонь и доводим до кипения. После кипения провариваем буквально минуту и затем снимаем с огня. На вкус чистый сироп может показаться немного специфичным, но в сочетании с тортом он прекрасно раскрывается. Для пропитки бисквитов мы будем использовать горячий сироп. И вот теперь, когда у нас все готово, пришло время заняться вкуснейшим шоколадным муссом. Как только он будет готов, мы начнем собирать наш потрясающий торт. Для мусса нам понадобится темный шоколад, процент я укажу в рецепте в описании под видео. Далее нам понадобятся сливки жирностью 33-35%. Также нам понадобится молоко и желатин с водой для его замачивания. И с этого мы и начнем. Желатин зальем холодной водой, хорошо перемешаем и пока отставим в сторону для набухания. Теперь подготовим сливки. Мы будем их взбивать. Чтобы сливки хорошо взбивались, важно, чтобы они были очень хорошо охлаждены. Я всегда ставлю сливки в холодильник вместе с чашей и венчиком для взбивания. Сливки начинаем взбивать на низкой скорости. Затем постепенно подсыпаем сахарную пудру и продолжаем взбивать до тех пор, пока они сильно увеличатся в объеме и станут пышными. Но очень важно не увлечься и не довести их до слишком густой консистенции. Я не рассчитала с посудой, и у меня сливки поднялись до самых краев миски, но зато вы можете увидеть, насколько они увеличились, и увидеть ту самую консистенцию полувзбитых сливок, которую мы ищем. У сливок легкая и пышная текстура, они не должны быть как взбитые сливки и держать пики, но также они уже и не жидкие. До использования сливки уберем в холодильник. Теперь займемся шоколадом. Нам нужно его растопить. Я растапливаю на плите на маленьком огне, постоянно перемешивая. Также можно это сделать в микроволновке, нагревая короткими импульсами и также каждый раз перемешивать. Главное здесь не перегреть шоколад. Растопленный шоколад переливаем в узкий стакан. Затем нагреваем молоко до горячего состояния, но не доводим до кипения. Желатин к этому моменту уже набух. Добавляем набухший желатин в горячее молоко и тщательно перемешиваем, чтобы он полностью разошелся. Теперь молоко с желатином выливаем на растопленный шоколад и с помощью погружного блендера аккуратно будем добиваться полной однородности массы, стараясь не нагонять воздушные пузыри. Для этого рабочая часть блендера должна быть полностью погруженной в массу. Блендер держим под небольшим углом и перемещаем его медленно, без резких движений. И не вынимаем его до полного отключения. Получилась вот такая красивая однородная шоколадная масса. Переливаем ее в чашу и остался последний этап – смешать эту массу со взбитыми сливками. Но прежде чем это сделать, нужно убедиться, что температура шоколадной массы не превышает 35 градусов, то есть ей нужно некоторое время, чтобы она остыла. Остывать ее можно оставить при комнатной температуре, но при этом периодически перемешивать лопаткой. У меня температура опустилась до 33 градусов, это хорошая температура для введения взбитых сливок. Добавляем сливки и аккуратно вмешиваем их, используя лопатку. И вот так постепенно у нас получается шоколадный мусс, который просто непередаваемо вкусный. Когда мусс готов, можно сразу собирать торт, но я предпочитаю оставить мусс на некоторое время, чтобы он немного загустел, с ним тогда удобнее работать. Для сборки торта понадобится раздвижное кольцо и ацетатная лента, которую нужно будет проложить внутри кольца. Итак, каждый бисквит мы будем пропитывать горячим сиропом. Вишневая начинка будет находиться внутри мусса, поэтому удобно мусс разделить на две равные части. Когда первый бисквит пропитан, оборачиваем его ацетатной лентой и плотно зажимаем разъемным кольцом. У меня мусс дошел до вот такой консистенции, он немного загустел, с ним удобнее работать. Сначала на первый пропитанный бисквит выливаем половину от первой порции мусса. Аккуратно сверху укладываем замороженную начинку, слегка ее прижав, чтобы она легла ровно. И затем заливаем вторую часть первой порции мусса.
Может быть, звучит сложно, но я думаю, вы все поняли. Далее накрываем следующим бисквитом и повторяем процесс. Так как я торты не выравниваю, я изначально отложила несколько столовых ложек мусса для покрытия последнего бисквита. Если вы планируете выравнивать торт, то этот шаг можно пропустить. Собранный торт убираем в холодильник на стабилизацию минимум на 8 часов. Я такие торты всегда стараюсь собирать в ночь, чтобы торт целую ночь простоял в холодильнике. После стабилизации торт готов. Если вам необходимо сделать финишное выравнивание, на моем канале есть целый плейлист с самыми разными кремами для этих целей. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Друзья, торт получился просто волшебным. Каждая его составляющая – это воплощение нежности и яркости вкусов. Сочетание вишни с апельсином и шоколадом стало для меня удивительным открытием, и я с нетерпением жду возможности использовать его в своих будущих десертах. Друзья, вы просто должны попробовать этот торт. Вы точно не встретите такой торт ни в одной кондитерской, поэтому просто приготовьте его, у вас обязательно получится. Ну а я вас всех благодарю за внимание, оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!